Эй, когда в последний раз вы открывали для себя новое в мире, который под ногами и над головой? Сегодня я покажу вам, что океан — это не просто вода и песок. Оказывается, в его глубинах живут создания, которые могут шокировать даже опытного исследователя. Забудьте все, что знали о милых рыбках. Эти обитатели океана скорее подошли бы для съемок космического фильма или еще лучше фильма ужасов. В этом видео вы увидите самую странную подводную коллекцию, которую сложно вообразить. Готовы удивиться? Это будет невероятное путешествие, после которого вы взглянете на океан совсем иначе. Глубоководный стеклянный кальмар. Этот маленький представитель семейства стеклянных кальмаров обладает выпуклыми глазами, выражающими тревогу, а его длинный хвост на самом деле представляет собой собранные вместе щупальца. Кальмар складывает свои щупальца и поднимает их над головой, чтобы стать менее заметным для потенциальных хищников. Его прозрачное тело позволяет свету проходить сквозь него. Эти необычные существа были обнаружены в заливе Монтерей, штат Калифорния, США, на глубине свыше 984 футов. Этот кальмар нельзя назвать самым отвратительным среди глубоководных жителей. Он мог бы показаться довольно милым, маленьким морским созданием, если бы не тот факт, что все его внутренние органы видны снаружи. Морской паук. В глубинах океанов на различных уровнях обитает около 1000 разновидностей морских пауков. Несмотря на то, что это существо не несет серьезной опасности для людей, его 4 пары длинных ног производят впечатляющее зрелище, особенно учитывая сравнительно небольшой размер тела. К счастью, вероятность встречи с ним в реальной жизни крайне мала. Длиннорогий саблезуб. Эти 7-дюймовые глубоководные рыбы, несмотря на свой устрашающий облик, не опасны для человека. Они обитают вблизи морского дна на глубине до 3 миль, что объясняет их угольно-черную окраску. Молодняк же отличается более светлым цветом. Основу рациона саблезубов составляют небольшие рыбки, кальмары или ракообразные. Своим внешним видом они способны напугать разве что кальмара с острейшим зрением, ведь на дне океана всегда царит темнота. Розовый морской огурец. Розовый морской огурец – это небольшое желеобразное создание, напоминающее медузу. Оно неподвижно сидит на дне, питаясь всем, что оказывается рядом – планктоном и другими мелкими организмами, захватывая еду своими щупальцами и отправляя ее в рот. Когда запасы пищи истощаются, этот морской огурец способен подняться со дна и проплыть целое расстояние длиной в 1000 ярдов, пока не найдет более богатые кормовые места. Обычно размеры розового огурца составляют около 2,5 дюймов, хотя некоторые особи могут вырастать до 10 дюймов. Внешний вид этого существа вызывает у многих людей сильное отвращение, за что ему и присвоили прозвище «рыба-курица без головы». Плащеносная акула. Эта 2-метровая глубоководная акула большую часть своей жизни проводит в мрачных водах, глубоко под поверхностью океана, где она охотится на кальмаров и мелкую рыбу. Из-за такой скрытной природы обитания ученым удалось узнать о ней совсем немного, однако кое-какие факты все же стали известны. Плащевидная акула относится к реликтовым видам и своей гибкостью напоминает змею, так же, как и способом поглощения добычи. Она открывает свою пасть и привлекает внимание кальмаров блеском своих зубов. Когда ничего не подозревающая жертва приближается, ее судьба предрешена. Благодаря особенностям строения зубов выбраться обратно из пасти акулы невозможно. Лучше избегать встреч с таким существом. Акула домовой. Эта устрашающая акула обычно обитает на дне океана. Подобно плащеносной акуле, акулу домового редко удается увидеть, что является настоящим благом для всех, кроме ученых. Длина этого монстра превышает 9 футов, а его удлиненный нос помогает улавливать электромагнитные сигналы, облегчая ориентацию в темноте. Глубоководное жалящее желе. Обычные медузы сами по себе могут внушить неприязнь. Случайный контакт с ними грозит серьезными ожогами. Но что произойдет, если столкнуться с прозрачной глубоководной медузой Halitreffus maasi, обитающей в Тихом океане неподалеку от берегов Мексики, на глубине 1 мили? Тело этой медузы достигает более 1 фута 6 дюймов в диаметре, а количество ее тонких щупалец исчисляется десятками, точнее, по оценкам ученых, их около 70. К счастью, эта крупная и потенциально смертельно опасная медуза никогда не поднимается на поверхность.
северный глубоководный удильщик. Рыбу, известную как морской дьявол, действительно сложно назвать иначе. Это 4-футовая рыба, напоминающая раздувшийся шар с несколькими рядами крупных острых зубов, приманивает добычу светом, исходящим от своеобразного удилища, расположенного на ее голове. Во всем этом создании присутствует какая-то аномалия. Крупногабаритная самка сильно отличается от своего миниатюрного партнера. Длина самцов варьируется от 2 футов 3 дюймов до 5 футов 9 дюймов. Они кружат вокруг самок, пока не найдут ту самую, к которой затем прикрепляются, теряя по ходу процесса все свои органы, включая глаза и мозг. В обмен на такую жертву они получают питание от своей избранницы, медленно превращаясь в орган, выполняющий исключительно функцию размножения. Эти рыбы словно созданы для сценария фильма ужасов. Рыба-капля. Каплевидный бычок, имеющий форму желеобразной капли и постоянно недовольное выражение лица, был единодушно признан самым уродливым животным из ныне существующих, что само по себе весьма показательно. Их странные студенистые тела позволяют им выдерживать огромное давление на дне океана, где эти бычки медленно перемещаются в поисках пищи. Хотя это существо еще недостаточно хорошо изучено. Пелагическая большеротая акула. Большеротая акула может вырастать до 18 футов 7 дюймов в длину и весить около 2645 тысяч фунтов. Но вопреки своему размеру она не является хищником, а фильтрует воду. У нее действительно огромный рот, через который она процеживает криль, обеспечивая себя пищей. Хотя она не столь велика, как китовая или гигантская акула, это ее имя отражает наличие огромной, но безопасной пасти. Гигантский кальмар. Гигантские кальмары обладают самыми большими глазами в мире животных, диаметром до 10,5 дюймов, с 3,5-дюймовым зрачком посередине, что делает их внешность поистине устрашающей. Сами же они могут достигать длины до 26 футов. Кроме того, у этих созданий невероятно сложная нервная система и развитый мозг. В океане у них всего 2 главных врага – кашалоты и белые акулы. Люди пытаются изучать их умных подводных обитателей, но сделать это возможно только в том случае, если мертвый кальмар окажется выброшенным на берег волнами. Осьминог дамбо. Это необычное морское существо получило свое прозвище Дамбо в честь персонажа мультфильмов Дисней за свои крупные уши. Самый крупный зарегистрированный осьминог дамбо достигал в длину 5 футов 9 дюймов. Самое удивительное в нем – способ передвижения. Осьминог использует свои ушные плавники для перемещения, управляясь при этом своими руками. Питается он теми неосторожными рыбами, которые осмеливаются погружаться на значительную глубину. Поскольку у дамбо нет естественных врагов, ему не нужен чернильный мешок для защиты. Пеликановидный большерот. Этот необычный угорь был обнаружен и снят на камеру сравнительно недавно. Когда он сталкивается с добычей, его рот растягивается до таких размеров, что становится почти круглым. Это позволяет угрю захватить больше пищи, компенсируя его слабые охотничьи способности, обусловленные маленькими глазами и жизнью на глубине до 9800 футов. Рыба-гадюка Слоана. Как и многие другие глубоководные обитатели, гадюка Слоана оснащена яркими фотофорами на своем брюшке, излучающими желтый или синий-зеленый свет в темноте. Эти огни служат для привлечения добычи и маскировки силуэта рыбы от хищников снизу. Рыбешка, осмелившаяся приблизиться к мерцающему свету, быстро становится жертвой. Рыба-гадюка мгновенно захлопывает свою широко открытую пасть, и острые клыки пронзают несчастную добычу. Маловероятно, что кто-то из донных обитателей захочет атаковать эту рыбу. Одного взгляда на ее грозное лицо достаточно, чтобы отпугнуть любую потенциальную угрозу. Гигантская изопода. Эти донные существа внешне похожи на мокриц, но отличаются значительно большим размером, достигающим 1 фута 6 дюймов. Как и многие другие глубоководные жители, гигантские изоподы остаются слабо изученными наукой. Однако ученым удалось выяснить кое-что об их рационе питания. Эти существа являются падальщиками и играют роль санитаров морского дна. Найдя пищу, они насыщаются до предела, после чего могут обходиться без еды целых 5 лет. Японский краб-паук. Японский краб-паук – крупнейший представитель морских крабов
обладает панцирем шириной до 12 дюймов, а его 10 длинных и гибких ног могут достигать в размахе до 12,5 футов, включая передние клешни. Вес этого морского паука составляет около 44 фунтов, что делает его популярным объектом промысла в кулинарии. Краб-паук не умеет плавать. Вместо этого он медленно передвигается по дну на своих длинных ногах, собирая оседающие биологические останки. Если он теряет одну или несколько ног в результате нападения хищника, то легко отращивает новые на замену. Гигантский спиралевидный сифонофор. Самый длинный из известных науке сифонофоров был обнаружен у побережья Западной Австралии. При виде его плавания в океане создается впечатление, что это нечто серебристое и извивающееся, напоминающее арт-инсталляцию. Кто-то может принять его за сверкающую нить. Тем не менее, это живой организм, близкий родственник медузы, обитающий в морских глубинах. Там сифонофоры объединяются в колонии, подобно коралловым рифам. Длина этого гигантского сифонофора настолько велика, что одно только внешнее кольцо может достигать 164 футов, больше размера синего кита, а общая длина существа может составлять 328 футов. Самое удивительное заключается в том, что этот организм клонирует самого себя, образуя колонию клонов, действующих как единое целое и связанных между собой цепями. Во время охоты сифонофор принимает форму спиральной галактики. Это необычное существо внешне напоминает рубиновую медузу, но на самом деле это вовсе не медуза. Яркий красный оттенок помогает этому плавающему созданию избегать внимания хищников. Кровавобрюхие грибневики, как их называют, обитают на глубинах от 1640 до 9840 футов в Тихом и Атлантическом океанах. Они передвигаются в воде, используя свои мерцающие, похожие на волосы реснички. Глубоководная кровавая медуза. Это необычное существо внешне напоминает рубиновую медузу, но на самом деле это вовсе не медуза. Яркий красный оттенок помогает этому плавающему созданию избегать внимания хищников. Кровавобрюхие грибневики, как их называют, обитают на глубинах от 1640 до 9840 футов в Тихом и Атлантическом океанах. Они передвигаются в воде, используя свои мерцающие, похожие на волосы реснички. Ленточная рыба-пилохвост. Ленточная рыба-пилохвост с длинными прозрачными клыками и светодиодом, свисающим с подбородка, погружается днем на 1649 842 фута, всплывая ночью для поиска добычи. Размеры рыбы составляют 20-40 сантиметров. Тело пилохвоста похоже на змеиное, без чешуи. Самцы имеют длину всего 2,5 дюйма. Пассивно висят в воде и, достигнув взрослого возраста, перестают питаться и деградируют. Псевдолипарис swirei – это один из самых глубоководных видов позвоночных. Он обитает на глубине до 27 тысяч футов в Марианской впадине и, вероятно, является ее эндемичным представителем. Предполагается, что в своей экосистеме эта рыба играет роль сверххищника. Черный живоглот. Черный живоглот, населяющий тропические и субтропические воды всех океанов, знаменит своей способностью проглатывать добычу, намного превосходящую его собственные размеры. Его желудок и стенки тела обладают уникальной эластичностью, позволяющей рыбе охотиться на крупную добычу без труда. Несмотря на такие хищнические наклонности, длина тела этой рыбы обычно не превышает 6 дюймов. Тихоокеанский пиявка-рот. В восточной части Тихого океана на глубине до 1000 ярдов обитают удивительные существа – пиявка-роты. Они способны выделять огромное количество слизи для защиты от врагов. В отличие от большинства своих хищных сородичей, пиявка-роты питаются трупами животных. Эти существа можно встретить на телах погибших морских обитателей, которые опустились на большую глубину. На первый взгляд может показаться, что пиявка-роты – это ужасные падальщики, но на самом деле они играют важную роль в экосистеме океана. Благодаря их деятельности морское дно на большой глубине не превращается в гниющую свалку. Пиявка-ротов можно назвать санитарами моря. Батизаурус – это глубоководное ящероголовое существо, обитающее в тропических и субтропических морях на глубине от 1900 до 11,5 тысяч футов. Длина его тела достигает 1,6–2,1 фута.
Внешне Батизаурус напоминает уменьшенную версию давно вымерших динозавров. Батизаурус считается самым глубоководным хищником, пожирающим все, что попадается на пути. Даже язык этого существа усеян зубами. Найти пару на такой глубине сложно, но Батизауруса это не останавливает. Он является гермафродитом, то есть имеет как мужские, так и женские половые признаки. Согласно эволюционной теории, все живые организмы на Земле возникли в океане, а затем часть из них перебралась на сушу. Я показал лишь небольшую часть необычных обитателей океанских глубин. Но сколько еще загадок скрыто под темными водами Мирового океана. А теперь, друзья, я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.